Представьте ситуацию. Вы приходите в автосалон, напротив вас стоит машина. Она большая, тяжелая, пахнет дорогой кожей и светится диодами, как новогодняя елка. Вы садитесь внутрь, тишина, качество, мысль. Боже, это сделали китайцы? А потом вы смотрите на ценник в 5 миллионов рублей и думаете: погодите, я что, правда готов отдать эти деньги за Джили? Сегодня у нас не будет постановочных поездок под закатом солнца. Сегодня я разложу перед вами Джили Манджаро на атомы, не заводя двигателя. Я покажу скелет этой машины на рендерах, интерфейс мультимедиа на скрин-карте. Я расскажу то, что дилеры скрывают за красивой картинкой. Это видео трезвый взгляд на золото китайского автопрома. Чтобы понять Манджаро, нужно забыть слово Джили из 90-х. Нынешний Джили — это холдинг, его портфель входит Volvo Cars, Polestar, Lotus, Smart, купленный наполовину с Мерседесом, и даже часть Астон Мартина. Манджаро построен на платформе CMA. Это Compact Modular Architecture, платформа, которую инженеры Джили и Volvo варили в одной кастрюле почти 5 лет и потратили на это 12 миллиардов шведских крон. Вот скелет. Картинка из технической документации. Спереди Макферсон, сзади многорычажка. Но Манджаро — это не просто китаец на платформе Volvo. Он растянут. Колесная база 2845 мм. Это больше, чем у прародителя Джили Манджаро XC60. Джили специально сделал его огромным, потому что в Китае и России пространство сзади подается лучше, чем управляемость. И здесь первая фишка. Лонжероны, подрамники и схема деформации при ударе — это часть Volvo. Уровень пассивной безопасности 5 звезд по C-NCAP. Причем достигнуты они не за счет кучи подушек, а за счет геометрии самого каркаса. Но тактильно вы не пощупаете, пока не заглянете в сорванный бампер. Поэтому я показываю это на схемах. Теперь давайте заглянем внутрь. Смотрите, 3 дисплея. Центральный, приборка и дисплей перед пассажиром. Процессор Qualcomm Snapdragon 8155. Тот же чип стоит во флагмановских планшетах. Интерфейс летает идеально. Это не скрипящая магнитола из старых Cherry. Это реально уровень премиум сегмента. Климат на 3 зоны. В топе ароматизация воздуха. Это картриджи, как в Мерседесе. Но сейчас я покажу то, что раздражает владельцев больше всего. Сейчас вылезет фотография. Там представлен глянцевый пластик вокруг селектора КПП. На рендерах это красота, а в жизни это сборник отпечатков. Второй момент — это сенсорные кнопки. Да, это модно, но на ходу промахнуться мимо аварийки проще простого. И самое главное — обновления по воздуху. Они приходят, но иногда после них пропадает звук. Это лечится перезагрузкой, но осадочек, как говорится, остается. Так что имейте это в виду. Сердце автомобиля. Восхваленная турбо-четверка на 2 литра. Многие говорят, это вольвовский двигатель. Давайте разбираться. Да, мотор серии Drive E. Но это не тот же самый мотор, что стоит на новых XC60B5. Манджаро достался двигатель с индексом GLH 4G20 TDP.
Это приборная версия мотора от Lincoln Co. Мощность 238 сил. Крутящий момент 350. Смотрите на поршневую группу. Степень сжатия 10 к 8 к 1. Турбина Borg-Warner с электронным актуатором. Система впрыска непосредственная под давлением 350 бар. Что это значит для нас? Мотор требователен к качеству бензина. Лить 92-й двигатель. Это убить ТНВД к 50 тысячам. Только 95-й. Желательно с присадками. Коробка 8-ступенчатая, автоматическая. Многие думают, что это Aisin, но нет, Geely Framer. Но ее софт калибровался при участии Aisin. Отсюда знакомый характер, плавность и нелюбовь к резким стартам в режиме газ в пол. Коробка настроена на комфорт, а не на гонки. Теперь давайте посмотрим болячки и стоимость владения автомобилем. Давайте считать деньги. Первое – это транспортный налог. 238 лошадей – это почти 17 тысяч в год в Москве. Второй пункт – это расход топлива. Забудьте про паспорт. Реальный город – это 12-14 литров. Пробки – расход до 15, пустая трасса – 8,5 литров. Бак – 62 литра. Заправка – дорого. Теперь пункт третий – это болячки. Первое – это запотевание фар. Дилер меняет, но нужно требовать. Второе – это стук стабилизаторов. Проблема решается за 3500 рублей, как выясняется. И третье – это датчики ABS или ESP иногда сходят с ума из-за плохой массы на кузове. Лечится протяжкой контактов. Но есть плюс. Кузов оцинкован, швы герметичные, ржаветь манжара не должен. И это огромный шаг вперед по сравнению с тем, что мы видели от Китая 10 лет назад. Итак, подведем итог. Что такое Geely Manjaro? Это не золотой слиток. Это сложный высокотехнологический сплав. Он на 70% состоит из инженерных решений Volvo, обвернутых в дорогую, но местами марку китайскую упаковку. Покупать ли его? Да, если вы готовы к дорогому расходу в 13 литров и необходимости шампанец с аналогами запчастей по моей таблице, которую я выложил в своем телеграм-канале. Не, ну если вы хотите просто сесть и забыть о машине на 5 лет, это автомобиль для осознанного пользования, который любит комфорт, но умеет считать деньги. Подпишитесь на мой телеграм-канал, и там вы сможете найти таблицу совместимости деталей от других от автомобиля Volvo с Geely Manjaro. Всем отличного дня и спасибо за просмотр. And it's time to run it up, yeah, you know. Maxed out, put the pedal to the floor. Ayy, on the road, here we go, here we go. Yeah, we winning by a landslide.